75 лет назад, 15 мая, произошла одна из самых больших катастроф в истории современной мусульманской уммы. Трагедия получила название Накба, что в переводе с арабского означает «катастрофа». Так палестинцы называют день, когда лишились родной земли. В 1948 году более 750 палестинцев были изгнаны из своих домов, тысячи жестоко убиты, большая часть земель оккупирована. В результате шестидневной войны было создано государство Израиль. К началу Накбы Палестина находилась под британским владычеством согласно мандату, который истек 15 мая 1948 года. 29 ноября 1947 года было принято решение ООН о разделе британской Палестины на еврейскую и арабскую части с последующим созданием соответствующих государств, решение которое так и не было претворено в жизнь. Память об этих событиях хранят выжившие, а также руины разрушенных израильской армией деревень и городов. Палестинец Мухаммад Аль-Сакхир Абу Шарар в 2009 году дал журналистам интервью, в котором рассказал, как еврейские бандиты напали на его деревню Даваема в 18 километрах от Аль-Халила, ныне Хеврон. По его словам, одна из самых кровавых сцен в тот день произошла в мечети. Была пятница, и многие пожилые люди уже отправились в мечеть на коллективную молитву джума. Часа за два до начала молитвы, около 10 или половины 11, подъехало несколько машин с вооруженными людьми. Они начали поливать все вокруг автоматным огнем и убили 75 находившихся там старейшин. Ни один не выжил. Затем они стали заходить в дома и убивать целые семьи. Сионисты, непосредственные участники этого зверства, хорошо помнят и рассказывают о том, как изгоняли палестинцев. На этом видео 90-летний бывший израильский солдат спокойно и со смехом рассказывает о резне безоружных мусульман. Первые 3-4 месяца я только убивал. Мы не брали пленных. Мы не признавали, если кто-то поднимал руку вверх во время боя или что-то в этом роде. Если бы я встретил людей с поднятыми руками, я бы их всех расстрелял. Как вы думаете, сколько людей вы убили? Я не считал. У меня был автомат на 250 патронов, и я расстреливал всех подряд. Количество убитых я не знаю. 75-летие Накбы в этом году отметили в ООН. Выступая на этом мероприятии, президент Палестины Махмуд Аббас призвал международное сообщество приостановить членство Израиля в ООН за препятствование выполнению резолюций организации и международного права. Великобритания и Соединенные Штаты несут политическую и этическую ответственность непосредственно за Накбу палестинского народа, потому что они принимали участие в том, чтобы сделать наш народ жертвой, когда решили создать и насадить еще одно образование на нашей исторической родине для своих собственных колониальных целей. Молчание мирового сообщества в отношении агрессии Израиля против палестинцев, тотальная безнаказанность, строительство новых еврейских поселений, сближение арабского мира с сионистами подрывают надежды мусульман на справедливое урегулирование палестино-израильского конфликта. Мне понравилось то, что вы нам задавали такие задачи, у которых нет ответа, и каждый придумывает что-то сам. Я делал лапшу домашнего изготовления, из яиц домашних. И получается 500 грамм у меня стоит 300 рублей. Мы с братом организовали такой проект. Сначала он продавал магнитики, сувениры такие пластмассовые, а потом закупил деревянные изделия. Делаю украшения из эпоксидной смолы, и то, что я делаю, нравится людям. Видя, как они соревнуются друг с другом, наслаждаются решением этих задач, я понимаю, что их жизнь будет ясной и понятной с точки зрения решения любой жизненной проблемы. Ведь наша жизнь — это не 2+2, наша жизнь — это череда открытых задач. Научи детей финансовой грамотности вместе с Muslim Future. Подробности в описании к этому видео.